Я сделаю все, чтобы она забыла этот кошмар, забыла эту мерзость, пакость, эту жизнь. Этих совковых благодетелей, готовых перестроить всю вселенную и не видящих дальше своего члена. Как это вообще понимать? Решено. Батуми, дельтаплан, Турция. Идея о побеге настолько захватила мозг Джигурды, что он перестал видеть дальше своего члена. На завод Джигурды приехали милиционеры и начали его колоть. А вот девушка говорит, что деньги не из комиссион. Параллельно менты взяли его девушку, и та выдала его. Ну что, сглотнул Джигурда? А то мы будем церемониться с таким говном. Говно! Немного сидит в КПЗ, а потом возвращается и узнает плохие новости. Выбросилась из окна? Ой, блин, так жалко. Из-за этой бляди нас затрахают! Как выбросилась из окна? А ты заткнись, выродок! А то кровью умоешься! Get over here! Come here! Парашу хавать будешь. Каждый сотрудник постсоветской системы ненавидит Джигурду, ведь он такой же человек, такой же, как я или вы. Ну, за исключением того, что он красит свои волосы хной. Ну да ладно. Он потерял свою девушку, а значит, мы увидим пропитанного горем и драматизмом актера Джигурду. Без тебя не видать мне по гроб тепла. Как бы ни был засушлив июль, астрономы золотой получают венец. Я утопить утопающих в утопленном утопнув милосердии. То есть это реально помогает? Убили девушку. Проблемы с бандитами. Вас ищет милиция. Сходите на пляж. И проблема исчезнет. Как казалось, Джигурда скрывается на море. Там он видит опять этот разбитый стакан и сотрудницу с его работы. Она-то нашу рожебородку и выдаст. План его побега так и остался неизменным, а все потому, что... Он придурок. Он придурок. Он придурок. А вот то, что в стране дефицита никто не соберет ему аэроплан, он не подумал. Лоса нету. Все дефицит. Я дам сколько надо. И вновь неадекватный переход в какой-то сарай. Вас будут трахать до тех пор, пока ваш муж не принесет назначенную сумму. 90-е. Я не думал, что у Джигурды есть брат или клон. Злых бабу выебать не могут. Не-не-не, нужно эпичнее. Как он туда попал? Только что он строил дельтаплан, чтобы улететь в Турцию, а уже предотвращает изнасилование. Он что, наугад выбивал двери домов, и в одном из них по счастливой случайности насиловали женщину? Да, я думаю, именно так было написано в сценарии. Вы ведете себя как скоты. Валя, отсюда, мужик, а то отпакаем во все дыры. И в рот, и в зад. В чем разница между половым членом и жизнью, знаете? Ну, расскажи. Жизнь жестче. Отдыхай. Ниже ударь, блядь! Принимай, подай. Поймал. Только не по яйцам. Хорошо. Сосни, Ван Дам. Идем на таран. Сожалею, что не увидел вашего оргазма, но мы еще встретимся. Господи, да он уже умер, хватит. Кто следующий? Ну, Рэмбо, тебе пиздец. Хоть один фильм заимел яйца, чтобы бросить вызов финальной схватке Нео и Смита в Матрице. Если замедлить время, то можно увидеть руку на ноже. То есть это был Флэш. Он быстро подбежал и воткнул нож. Клону Джигурды вдруг становится плохо или хрен знает что.
И это все? Я ждал чего-то эпичного. Эй, ты давай вставай! Разве тебя не учили, что при девушках материться некрасиво? Суть такова. Ей нужно в город. Джигурда не хочет в город, потому что велик шанс, что его там убьют. Но ее зовут Марина, и он соглашается. Ну тогда рискнем. По Даллу Пугачеву Джигурда пытается слиться с толпой, но с такой шорсткой на лице вряд ли это вообще возможно. Мы наблюдаем за умопомрачительной погоней под лучший аккомпанемент для этих действий стихи Никиты Джигурды. Вдруг мы понимаем, тот милиционер, который за ним гонится, и есть тот милиционер, который довел до самоубийства ее возлюбленную. К счастью, мне плевать. Неряха теряет чемодан с деньгами и героически отстреливает милиционеров, которые выполняют свой долг. Видимо, как-то должно оправдывать то, что это 93-й год и то, что он бунтарь-романтик. Но я искренне хочу, чтобы его убили. Под градом пуль он каким-то образом умудряется еще бросать комментарии. Мазилы, чему вас только учат? Он забегает в четырехстенную одноэтажную халупу, и о совпадении за ним идет именно тот мент, который убил его возлюбленную. И притом один. У тебя шанс выжить! Знакомые кадры. Бросай оружие, мудак! У тебя шанс выжить! А! У тебя шанс выжить! Это одна комната, 4 стены. Здесь не так много вариантов, где можно спрятаться. Ты довел ее до самоубийства. Тебя в этот момент менты допрашивали. Откуда ты знаешь, телепат ты херов? Уведу! Куда? Кого ты уведешь? Этот глист довел до самоубийства мою девушку, а я убил много ментов. Теперь же, когда я наставил на него свой пистолет, он говорит, что отпустит меня. Каков шанс, что он врет? Где же вы, доктор Лайтман, когда вы так нужны? Он лжет. Я не верю тебе. Пошел вон. Пошел! И он говорит нам: не протився злому, ибо кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. По случайному совпадению дельтаплан оказывается в этой халупе, и Джигурда не теряет надежд улететь и наводить ужас на жителей Турции. Леха! Хуярь его! Надо же, он был на ладони, но ни одна пуля в него не попала. А вот сейчас... Я как пацан поверил. Хотел бы я увидеть настолько тупого пацана, который поверил бы в этот бред. Да сколько можно ронять стаканы? Это уж точно. И по обычаю, после драматической сцены начинает играть разудалистое рычание Джигурды. Жалко одно, здоровье в животе вряд ли можно дойти до пляжа, но тем не менее, мы видим столь полюбившиеся нам кадры из фильма, кои будут мучить меня в кошмарах еще очень долго. Джигурда все же решает сходить на пляж и выходит из халупы. За все это время ни один мент туда не зашел, ни один вообще. Я кому сказал, падла! Ну, сука! Считай до 3! Раз! Два! Три! Ладно, ладно, немного по-другому. Пошел ты. Вот такой он фильм от Никиты Джигурды. Обрушились советские оковы, и вылезло все то, что было запрещено, а именно изнасилование, Джигурда, рыжие волосы, половые акты с участием Джигурды. Расставим все точки над «G». Скомканное и невнятное повествование, не поддающееся логике действия персонажей, 2 десятка разбитых стаканов, ну и, конечно, зашкаливающее количество мужественности и хрипоты. Дорогие друзья, ни в коем случае 4 и 5 сентября не подходите к зеркалу и не повторяйте 10 раз «Джигурда, Джигурда, явись, явись», при этом сжимая в руке мандарин. Приятной всем Джигурды!